Бывший боксер Нино, Дэвид Родригес, беседует с Бенджамином Фулфордом в видео, который наблюдает за сменой власти на самом высоком уровне. В американской политике также происходит смена власти. Фулфорд утверждает, что есть два Трампа и что Байден не настоящий Байден. И Трампа, и Байдена шантажировали. Примечание. Бенджамин Фулфорд – канадский журналист-расследователь, который некоторое время живет в Японии. Он был главным редактором азиатско-тихоокеанского издания журнала Forbes и написал несколько романов на японском языке, в том числе 11 сентября и «Власть мафии править миром» и «План перезагрузки человечества». Он также является представителем общества Белого дракона и еженедельно освещает происходящее глобальное смещение власти. Он имеет обширную сеть контактов, начиная от глав государств и заканчивая фигурами мафии, и еженедельно получает информацию от разоблачителей всех видов из таких организаций, как Пентагон, ЦРУ, Моссад, Ми-5, Ми-6, Ватикан, члены королевской семьи и масонская ложа Пи-2, Пи-3. Смена власти, по словам Бенджамина Фулфорда, на самом высоком уровне произошла смена власти. Барон Давид Рене де Ротшильд, глава французского и британского оружия империи Ротшильдов, сдался и передал свою должность М1 неназванному европейскому королю. М1 – это верхняя позиция финансовой системы положения, которое Ротшильды занимали более 250 лет и теперь отказались от него. Это также означает, что структура власти изменится на более низком уровне, говорит Бенджамин Фулфорд. Фулфорд видит и другие признаки передачи власти. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подала в отставку 25 января 2023 года. Он считает, что ее заставили это сделать. Он также ожидает, что Джо Байден уйдет в отставку. Есть два козыря. Бенджамин Фулфорд считает, что есть два Трампа. Младшая версия, которая всегда появляется с Меланией, и актер, пожилой мужчина с белыми круглыми глазами, которого никогда не видели с Меланией. Актер является игроком глубинного государства, который продвигает страшные вещи и работает на Ротшильдов. Этот актер, фальшивый Трамп, пытается завести оппозицию в тупик. Источник, доверяющий Бенджамину Фулфорду, сообщил ему, что настоящий Трамп базируется на военной базе в Шайен-Маунтин, штат Колорадо, с января 2020 года по соображениям безопасности. Затем члены кабинета Трампа подали в отставку. Мошенническое создание 16 триллионов долларов с момента основания США в финансовую систему было влито 4 триллиона долларов. После того, как Байден стал президентом, в систему за несколько месяцев было закачано еще 16 триллионов долларов. Это 80% всех денег, созданных с момента основания США. Это мошенничество, потому что нет реальной экономической деятельности, которую можно было бы использовать в качестве залога. Эти деньги используются для системы контроля, сказал Фулфорд, и передаются таким сторонам, как Apple, Google и Tesla. Это была последняя попытка людей, владеющих Fortune 500, остаться у власти. По словам Фулфорда, это не должно помочь. Компания рушится на глазах, факты не ставятся под сомнение, людей зачищают. Это будет иметь последствия, считает он. Люди, владеющие списками Fortune 500, предприняли последнюю попытку остаться у власти. Бенджамин Фулфорд: смена власти в американской политике, Байден не настоящий Байден, говорит Фулфорд, и всем он надоел. Вот почему был предложен Маккарти, который, по словам Фулфорда, является марионеткой, ему все равно пришлось пойти на многие уступки патриотам, чтобы получить эту должность, говорит он. Маккарти не имеет реальной власти и займет лишь временную должность. Бенджамин Фулфорд узнал от одного из своих источников, что всеобщие выборы запланированы на март 2023 года. Он не может подтвердить это и ведет себя осторожно, но так сказал его источник. В этом случае настоящий Дональд Трамп баллотировался бы на переизбрание. Шантаж на высшем уровне. Бенджамин Фулфорд считает, что любой, кто находится у власти на этом уровне, открыт для шантажа, включая Трампа.
На этом уровне они все скомпрометированы. Он опирается на документы журналиста Veterans Today Гордона Даффа, который сообщил о судебном процессе «Это дело купил Трамп». Эта коррумпированная система существует уже тысячи лет. Военные в то время просили Трампа баллотироваться в президенты, и если он будет служить белым шляпам, они заставят исчезнуть компрометирующие улики. Бенджамин Фулфорд слышал об этом из нескольких источников. Мои источники также сообщили, что Трамп был вовлечен в такие сети. Белые шляпы – это влиятельные люди, которые работают в государственных службах или других организациях и участвуют в секретных подпроектах. Их цель – удалить, разоблачить и привлечь к лику к ответственности. Вот почему вы не можете обвинить кого-то вроде Байдена в скандале со злоупотреблениями, и вы должны выдумать историю, вроде он спрятал документы в своем гараже, чтобы избавиться от него, говорит Фулфорд. По его словам, ситуация представляет собой мексиканское противостояние. Обе стороны держат друг друга под прицелом, и никто не может стрелять первым. Затем Бенджамин Фулфорд обсуждает свою переписку с британской королевской семьей и Ми-6 через посольство в Токио по поводу видео, они все члены этой секты Баала. Этот феномен имеет давнюю историческую традицию, объясняет он, и люди на вершине властной структуры или часть этой родословной являются членами этого культа. Вы родились в нем. Ты должен пойти со мной. Это, безусловно, относится к Хиллари Клинтон, это действительно очень тревожно. Это связано с адренохромом, препаратом, который вызывает сильный кайф. Хиллари Клинтон связана с королевской семьей Европы. У королевы Виктории была дочь в Баварии, Германия. Эта дочь была матерью Адольфа Гитлера. Фулфорд, Хиллари Клинтон происходит из этой родословной, а также из родословной Дэвида Рокфеллера-старшего. Это дало ей неприступно высокое положение. Билл Клинтон также происходит из родословной Рокфеллеров. Существует группа, называемая гностическими иллюминатами, восходящая ко временам Пифагора. Они всегда привлекали гениев и выступали против иерархического господства. Эта группа, стоящая за французской, американской и русской революциями, говорит Бенджамин Фулфорд. Что общего у этих революций, так это то, что королевские родословные были затем удалены. Гностические иллюминаты являются частью белых шляп и ответственны за текущие чистки. Эти зачистки также происходят в туннелях, в дамб, глубокие подземные военные базы, которые вы можете распознать по определенным признакам, таким как сейсмографические данные, которые отличаются от естественных землетрясений. Баланс сил существенно изменился. Бенджамин Фулфорд не хочет делать конкретные прогнозы и датировать их, но баланс сил значительно изменился. Недавнее событие тому подтверждение. Но важное значение, по его мнению, имеет и предстоящее отстранение от должности папы Франциска. Он фальшивый, настоящий папа римский был убит несколько лет назад. Тот факт, что многие участники не поехали в Давос, также является важным сигналом. «Ты боялся за свою жизнь?» – спрашивает Нино. «Да, были серьезные разговоры о том, чтобы поразить Давос», – отвечает Фулфорд. Союз с европейской белой знатью. Он также слышал, что европейские королевские особы решили бросить Ротшильдов и Рокфеллеров на растерзание львам. Он считает, что есть много хороших членов королевской семьи, которые считают себя слугами народа. У вас много знаний, и вы можете оказаться полезными. Неясно, о каких хороших королевских особах говорит Фулфорд, поскольку свидетельства показывают, что многие известные королевские особы являются частью сатанинского культа. В любом случае, он видит возможность для белой знати, в отличие от черной, сатанинской знати, заключить союз с гностическими иллюминатами, чтобы решить проблему, с которой мы все сталкиваемся. Западные правительства захвачены сатанинским культом. Секта, которую нужно удалить черная знать, относится к группе, которая планировала зачистить 90% человечества на основании религиозных текстов. У каждого из них было бы более 2000 рабов. Этот культ должен быть уничтожен.
Они не евреи, они сатанисты. Вы являетесь причиной проблемы. Это религиозные фанатики, с ними нельзя спорить, их надо убрать. Бенджамин Фулфорд говорит, что есть много положительных показателей, но удаление Байдена, экс-канцлера Ангелы Меркель, премьер-министра Джастина Трюдо и Папы Римского имеет важное значение. Это означает, что не только компании, но и IT-компании были вовлечены в попытку зачистить большой процент населения мира. Такого рода информация сейчас становится мейнстримом, потому что теряет контроль над компаниями из списка Fortune 500. Однако история гораздо глубже. Причина, по которой западные компании вынуждены создавать плохое, а затем продавать, заключается в том, что им запрещено производить, которые делают нас умнее, счастливее, сильнее и т.д. Один руководитель компании однажды сказал мне, что нет ничего проще, чем производить, которые могут повысить наш IQ, но им было запрещено это делать. Он также сказал, что создания, которые не были бы вредными, было бы невероятно простым. Причина, по которой спортсменам запрещают принимать, чтобы стать сильнее, быстрее и так далее, та же самая. Это потому, что группа Octagon на вершине Игзом намеренно сдерживает нас как вид. Они запрещают изменения, которые могут повысить IQ и так далее, они также намеренно делают нашу жизнь короткой, чтобы у нас не было достаточно времени, чтобы понять матрицу контроля, которой мы подчиняемся. Другими словами, победа над ХМ будет намного масштабнее, чем падение Советского Союза. Это изменит все. Говорят, что вычислительная мощность компьютеров удваивается каждые 2 года. Люди могли бы сделать то же самое, если бы захотели и им позволили.